В следующем ролике блогер заметил что-то странное, когда снимал видео. Давайте посмотрим. Tá chegando algumas. Во? На заднем плане позади блогера действительно можно заметить некую фигуру. Кто или что это было, неизвестно. Однако, когда молодой человек берет камеру и осматривает квартиру, то никого и ничего не находит. Но это было еще не все. Спустя несколько секунд раздается громкий стук, а на кухне видна дымка. А когда блогер открывает дверь, картинка пропадает и раздается страшный визг. На этом ролик заканчивается, а что было снято на нем на самом деле, как всегда, решать только вам. Семейное видео. Следующее видео должно было стать обычным семейным архивом. Мужчина снимал девушку и шел по коридору. Заметил темную фигуру в одной из комнат. Когда он пошел проверить, то там уже никого не было. Также на кухне он обнаружил посуду, которая была разбита. Он сразу выложил видео в сеть в попытке найти ответы, но пока так и не получил их. Скинвокер. В следующем видео девушка утверждает, что сняла скинвокера из окна заброшенного дома. Посмотрим вместе. What the hell? Michelle, where the hell are you? Get back. Michelle? Go away. Когда она наводит камеру к окну, по ту сторону действительно можно что-то увидеть. Она пытается прогнать его, и вот что происходит дальше. Get away. Сначала кажется, что это нечто пропадает, но девушка убеждена в том, что скинвокер попал в дом и начала паниковать в попытках его покинуть. В какой-то момент видео обрывается, а что там произошло на самом деле, останется загадкой. Задний план. В следующем видео три подруги просто хотели сделать фото, но включили режим видео. И вот что получилось.
На заднем плане позади девушек стоит темная фигура, хотя они были в том месте втроем. Был ли это человек или темная сущность, неизвестно. Но теперь девушка и ее подруги боятся вновь оказаться в том месте. Качель. Следующий ролик был найден в социальных сетях. Девушка засняла, как качель раскачивалась без видимой на то причины, хотя на улице не было даже ветра. Посмотрите. Короче, сидим. Уже минут 5. Пришли, никого на площадке не было. На улицу духота, нет ветра. Вообще не витринки. Но Так бы вон деревья хотя бы все отшатались бы, если был бы ветер. какой ветер вообще нету. Видишь, листья И даже так не минут 5. Как считаете, было ли это чем-то паранормальным? Или же этому есть другое, более разумное объяснение? Пишите ваши версии. Бассейн. Следующий ролик девушке отправила ее сестра. Она хотела похвастаться новым бассейном и подсветкой, которая была установлена для него. Но ее сестра заметила нечто жуткое. Давайте посмотрим. У бассейна можно было заметить фигуру, которая быстро проносится и пропадает из кадра. Девушка утверждает, что рядом с бассейном никого не было. А вы ей верите? Прогулка. Следующее видео сняли девушки во время обычной вечерней прогулки по городу. Но то, что оказалось в кадре, их напугало. Посмотрите. Появляется странная фигура. С первого взгляда можно и не заметить, но в замедленной съемке она видна более отчетливо. Вопрос в том, если это был человек, то как он туда попал? Или же мы стали свидетелями чего-то куда более загадочного? Напишите ваши версии. Ночь. А это видео сняли блогеры, которые оставили камеру в заброшенном здании на всю ночь, и она зафиксировала нечто странное. Сначала за дверью видно движение, хотя по словам авторов, внутри никого не было. Клянусь, звук был. Отвечай, что упало? Затем дверь открывается сама по себе, и слышен звук, будто что-то упало. После этого ночь прошла спокойно, но эти кадры заставили зрителей задуматься. Случайность или доказательство того, что здание действительно не пустует, а населено чем-то паранормальным. Манекен. Сначала кажется, что это просто безобидное видео. Мужчина тренируется и делает прическу манекену, но потом зрители замечают деталь, которая мгновенно превращает этот ролик в жуткий.
В какой-то момент манекен моргает. Да, глаза, которые должны были быть мертвыми, вдруг оживают на долю секунды. Зрители спорили. Кто-то писал, что это точно монтаж, другие утверждали, что это мог быть просто баг камеры. Были и те, кто по-настоящему испугался и посоветовал выбросить этот манекен. А вы что думаете? Школа. Следующий ролик был выложен охранником одной из школ. Он начал замечать странные инциденты, происходящие в некоторых помещениях, и поделился этим видео в социальных сетях. Посмотрите. Можно было заметить нечеткую фигуру, которая проносится по помещению в вечернее время. Охранник говорит, что кроме него там никого не было. Тогда кто же был снят в этой школе поздним вечером? В данном видео, которое было найдено в TikTok, мужчина сидит за столом и что-то читает. Обратите внимание на окно. お分かりいただけただろうか。窓にご注目いただきたい。はじめはうっすらとしか確認できないが、 Поначалу можно не заметить, но если приблизить и немного осветлить, вы точно увидите. Огромное лицо можно увидеть на кадрах в один из моментов. То или что это было, неизвестно. Черная фигура. Это видео всплыло в социальных сетях и тут же вызвало бурю обсуждений. Девушка замечает за дверью черную фигуру, которая явно наблюдает за ней. Посмотрите внимательно, ее действительно видно. Но когда она заходит в комнату, там никого. Лишь включенный телевизор, как в классическом хорроре. Кто это был? Призрак? Пишите свои версии в комментариях. Следующий ролик был снят на камеру видеонаблюдения. Давайте посмотрим. Можно увидеть фигуру, которая движется по улице. В момент движения фигура пропадает, будто постепенно испаряется. А был ли это призрак или простой сбой, решать только вам. В следующем видео парень впервые показал своей девушке фильм «Экзорцист» и решил заснять ее реакцию. Но то, что произошло, напугало и его тоже. Смотрите внимательно.
Девушка сидит на диване и смотрит фильм, но она не видит, что происходит позади нее. Кукла-клоун на стене вдруг начинает шевелиться. Если сначала может показаться, что это совпадение, и она просто висела неровно, то дальше видно, что движения продолжаются. Разыграл ли этот парень свою девушку? Или это было нечто паранормальное? Пишите ваши версии. Ведьма. Молодой человек находился дома один, и в один из вечеров он заснял фигуру в зеркале, которую многие пользователи сравнили с ведьмой. Посмотрите. После просмотра этого ролика в комментариях разгорелись споры. Некоторые люди писали, что это могла быть обычная постановка. Другие утверждали, что зеркала могут быть порталами в другой мир, и не исключено, что парень его мог открыть. А вы на чьей стороне? Машина. Мужчина находился на севере Чили и решил заснять видео для своих подписчиков. Он нашел брошенный автомобиль, который, судя по всему, стоит здесь не первый год. ¿Qué hubo, amigos? Aquí estoy en medio de la nada, en el norte de Chile, y me encontré con este maquinón. Como pueden ver, está pero hecho mierda, oxidado del año de la ñauca, me imagino. Y que habrá estado transportando como una señalética. Y aquí también le vi como un pedazo de motor. ¿Acaso habrá estado ligado al tráfico de drogas? Ah, no sé, para inventar un cabuncito del norte. Y le robaron, pero absolutamente de todo. Vamos a entrar aquí, tratar de entrar. Se está moviendo, se está moviendo. Y lo grabé, lo grabé. Se lo creo los fantasmas, pero se está moviendo. Lo grabé, ustedes lo vieron. ¡Ayuda, ayuda! Когда блогер подходит и снимает машину внутри, руль вдруг начинает шевелиться. Он замечает это и убегает. Обманул ли всех блогер или видео реальное? Пожалуй, оставлю решение за вами. Крыльцо. А в этом ролике девушка засняла то, что тревожит ее уже несколько дней. Таинственная тень снова и снова появляется у ее крыльца. Смотрите сами. What in the actual hell? There's literally... Стоит навести камеру и видно, как фигура двигается прямо за дверью. Но стоит выйти на улицу, там никого. Это была просто чья-то шутка или реальное проявление паранормального? Пожалуй, оставлю решение за вами. Чужой. Этот ролик стал вирусным в TikTok и напугал тысячи зрителей. Oh my god! Oh, shit. Are you in your room? Посмотрите внимательно. За окном появляется странная фигура. Силуэт некоторое время перемещается, а затем бесследно исчезает. Женщина, заметив это, в панике бросается искать своего ребенка. На этом запись обрывается. Что это было? Чей-то злой розыгрыш или встреча с чем-то неземным? Прогулка. Следующий ролик был снят во время прогулки по лесу, но мужчина наткнулся на что-то странное. Давайте посмотрим.
Ja pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Ej, kurwa, bober! Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, bober! Ale ty jesteś, kurwa, duży, ty! Можно увидеть фигуру, выглядывающую из-за дерева, достаточно жуткую, особенно если гуляешь один. Некоторые пользователи писали, что это явно была чья-то шутка. Другие утверждали, что фигура выглядела слишком зловещей, чтобы быть человеком. А вы как думаете, что это могло быть? Силуэт. Следующее видео было снято глубокой ночью, когда семья уже спала. Камера наблюдения в тот момент зафиксировала действительно что-то страшное. Посмотрите. Сначала дверь в спальню открывается, а затем можно заметить темный силуэт, который вошел в комнату. Об этом видео нет дополнительной информации, поэтому сложно судить, что это было на самом деле. Но если у вас есть предположение, пишите, обсудим. Новости. Следующее видео было показано в местных новостях. Посмотрите. で最初に追突した乗用車を運転していた60代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 На кадрах можно увидеть аварию, но если присмотреться, в разбитом автомобиле видно чье-то лицо. Посмотрите внимательно. Увидели? Местные говорят, что в этой аварии погибла девочка, которую мы и могли увидеть в этом ролике. А верить им или нет, решайте сами. Кладбище Фергюсона. В следующем ролике любитель паранормального и блогер Ян отправляется на кладбище Фергюсона, которое является одним из самых страшных в Миннесоте. Считается, что на этом небольшом кладбище происходит множество паранормальных явлений. Чаще всего здесь видят маленького мальчика, который обычно выглядывает из-за надгробия. На кладбище есть одна могила, отдаленная от остальных. Считается, что если вы придете на кладбище после полуночи и посчитаете количество деревьев в центре кладбища, а затем подойдете к могиле мальчика, то по возвращении деревьев будет уже другое количество. Также часто рассказывают о том, что видели светящиеся шары и слышали лай собаки неподалеку, а еще испытывали жуткое ощущение, что за вами наблюдают. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Alright, think about try second one. See if I can get another response. Whoa, whoa. Что это было? Как будто кто-то постучал по дереву прямо здесь. Здесь кто-то есть. Черт, это меня напугало. Это было довольно громко. Наверное, это было какое-то животное. Это было здесь. На этот раз это было здесь. Эти деревья издают звуки. Я не вижу там никаких животных. Уже в самом начале Ян слышит нечто похожее на стук. Он считает, что эти звуки могут издавать призраки и пытается пообщаться с ними. И кажется, кто-то ему действительно отвечает. Он просит повторить и слышит еще один стук. Если ты постучишь 3 раза, я пойму, что это ты. Спасибо. Можешь еще раз?
Эй, есть еще один. Третий. Черт возьми. Ладно, это было странно. Это было 3 стука прямо здесь по запросу. Большое спасибо. Дальше блогер идет к тому самому надгробию маленького мальчика, о котором ходит много легенд. Посмотрим, получится ли у нас что-нибудь. Что за черт? О боже. Это было страшно. Черт, куда я его положил? Мой диктофон. Черт. Куда он делся? А, вот он. Ладно. О боже. Это был пугающий ЭВП. Мне придется послушать это еще раз. Уходи. Просто уходи. Ян задает вопрос предполагаемому призраку мальчика, а тот отвечает. Затем он теряет диктофон, а когда находит его, тот прослушивает запись и по-настоящему удивляется. На записи четко слышно: «Убирайся». Nothing in that one. Ничего не вижу. Малыш. Could you show yourself in one of these photos? Пока ничего необычного. По крайней мере, насколько я могу судить. Сфотографируй линию деревьев. Посмотрим, не покажется ли там что-нибудь. Посмотрим, увидим ли мы собак. Ни на одну из них ничего не видно. Клянусь богом, я что-то видел на последней фотографии. Не знаю, может, я просто схожу с ума. Похоже, что-то было на заднем плане. Что за черт? Вот, я сделаю еще одну фотографию, сравню. Да, и оно полностью исчезло. Чувак, на этой фотографии на заднем плане было что-то темное. По традиции Ян делает несколько фотографий, и сначала ничего паранормального на них не обнаруживает. Но просмотрев кадры внимательнее, на одной фотографии он видит что-то темное, напоминающее собаку. Дальше блогер убеждается в том, что собаки на этом кладбище вовсе не легенда. Я не верю, что здесь есть захоронение животных. Это довольно странно. Что это было? Чувак? Черт возьми, чувак. Здесь действительно есть животные. Он замечает еще одну фигуру, очень похожую на собаку со светящимися глазами. Ян продолжает расследование, и спустя некоторое время слышит чьи-то шаги. Hello? Мне показалось, что я что-то услышал. Надеюсь, он не идет за мной. Ладно, я оставлю тебя в покое, хорошо? Тебе не обязательно ходить за мной. I just keep thinking more and more about that lady's story about getting bite marks. I wonder if that's what I felt. I wonder if that was him biting me. О боже, я только что услышал шаги. Dude, I just heard footsteps. Маленькие шаги приближаются. Он идет за мной прямо сейчас. О боже. Несмотря на все происходящее, блогер не отступает. Я не хочу уходить. Я ухожу.
Обычно детские духи не страшны, но я не знаю. В этом ребенке что-то не так. Просто слушаю дальше. Ладно, я его больше не слышу, так что думаю, я просто продолжу. Когда Ян идет дальше, он слышит чье-то хихиканье. Он думает, что это может быть тот самый мальчик, и замечает что-то за одной из могил. Смотрите внимательно. Боже мой. Успокойся. Я просто сохраняю спокойствие. Я не знаю, куда он убежал. Боюсь, что он снова убежит. Мне кажется, что он может выскочить откуда угодно. Где ты? Покажись. Ладно? Я здесь взрослый. Значит, ты должен меня слушать. Слушай меня. Я не знаю, будет ли он сомневаться в этом. О, вот он. Кто это? Вон там, сзади. Прямо сейчас. Я только что видел, как он выглянул. Как считаете, был ли это призрак того самого мальчика, который похоронен здесь, и которого считают местной легендой? Напишите свое мнение в комментариях. На этом расследование Яна подходит к концу, а что он снял на том кладбище на самом деле, решать только вам. Исчезновение. Следующий ролик, как утверждается, был снят в Москве. Посмотрите. Два человека идут по улице, и вдруг один из них просто пропадает. Второй человек все это видит и убегает с места происшествия. А дальше происходит нечто шокирующее. Человек за мгновение появляется на том же месте. Он осматривается и, по-видимому, находится в шоке. Дальше молодой человек убегает. Пользователи много спорили о том, был ли это монтаж, постановка или же видео реальное. Многие говорили, что парень мог стать жертвой инопланетян, которые по какой-то причине вернули его обратно. А вы что думаете? Многие считают, что в данном видео, которое снято на камеру наблюдения, был зафиксирован настоящий призрак. Смотрите внимательно.
Едва уловимая тень быстро проходит по комнате, пропадая из кадра. Затем она идет в другую сторону, но на этом все не закончилось. Кресло-качалка вдруг начало раскачиваться, будто на нем кто-то есть, а движение той самой тени можно увидеть еще несколько раз. Видео сопровождается жуткими криками. Неизвестно, сделал ли звуковое сопровождение автор специально или нет. А что вы об этом думаете? Напишите ваше мнение, обсудим вместе. Странный дом. Данное видео было найдено в социальных сетях. Мужчина уже не раз сталкивался с паранормальными событиями в своем доме и документировал их. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять на этот раз. Сначала кажется, что ничего не происходит. Мы видим обычный дом, но посмотрите дальше. Когда он заходит в ванную, то свет вдруг начинает мерцать, а затем он слышит нечто похожее на шаги. Спустя некоторое время он заходит на кухню и замечает там открытый холодильник и качающуюся люстру. В гостиной в целом царил хаос, ну а на кухне он заметил нечто действительно пугающее. Нож был воткнут в разделочную доску, то есть кто-то был тут совсем недавно. На этом видео заканчивается, а верить этому мужчине или нет, как всегда, решать только вам. Прямая трансляция. Следующие кадры видели многие пользователи. Давайте посмотрим и мы. But yeah, that was a tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! Геймер вел прямую трансляцию и присматривал за котом своего друга. По его словам, больше в доме никого не было. Пока парень спокойно сидит за компьютером, дверь позади него открывается, а дальше происходит то, что его пугает. Она с силой закрывается, и он оборачивается назад, не понимая, что происходит. Но на этом все не заканчивается. Видно, что в коридоре включается свет, и парень идет проверить, что происходит. Осмотрев коридор, блогер возвращается на место и воспринимает все как шутку, но он еще не знал, что произойдет дальше.
Когда парень стоит у коридора, дверь вдруг открывается, будто в комнате он находился не один. Парень снова заглядывает в коридор и ничего там не видит. Однако спустя несколько мгновений дверь снова закрывается. Like how much? It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleeping. Несмотря на все происходящее, он продолжает трансляцию, но зрители замечают, что коробка позади него начинает шевелиться, а затем она и вовсе падает. На этом паранормальные события не закончились, а парень уже устал их воспринимать спокойно и пытался с ними совладать. Thanks for the raid, man. Do you feel all my cold? I'm viewers- shivering a lot. Does that count for anything? I think we're all shivering a little bit. They kind of are, yeah. No, God, not again. Dishonored trailer. I don't give a shit about Dishonored 2 right now. It just did it again. There's Elvis running in the corner again. Are you Are you Is he punching the door? I hope to God he is. I think he We're just about to ticked find out in a off few him. seconds. No, okay. What the? And so I was just gonna chill here over the night. He was cool with it. He set me up for the Wi-Fi thing, and then the ghost is like, "Knock, knock, motherfucker." It's fucking ridiculous. I don't know what to do. Like I said, I don't think you should go fucking do it. Oh, God. Too late. Too late. There's the box, guys. Did the box move on the ground? Стуки, открывание и закрывание дверей и прочие шумы его уже особо не беспокоили. Он пытался взять себя в руки и продолжал вести трансляцию. Но в одном из кадров зрители заметили нечто темное, будто кто-то или что-то было прямо около дивана, рядом с тем парнем. А что это было на самом деле, мы с вами не узнаем, но можем хотя бы предположить. Касание. Это видео девушка решила снять как эксперимент. Она установила сразу две камеры, обычную и инфракрасную. И именно на инфракрасной записи видно то, что заставило многих зрителей по-настоящему испугаться. Who is it that keeps bothering me? Who is it? Oh my God. I don't want to do this anymore. За ее спиной появляются очертания рук, которые ложатся на ее плечи. Через несколько мгновений нечто будто касается ее лица, но на обычной камере при этом пусто, никакого постороннего рядом. Девушка резко вздрагивает, будто почувствовала прикосновение, и вскакивает со стула. Никого не найдя, поспешно уходит из кадра. В комментариях многие писали, что если это постановка, то она гениальная. Что это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Теневая фигура. Следующий ролик сняла девушка, когда заметила теневую фигуру в своей квартире. Посмотрите. The dogs are ready for bed.
fuck is that? What? Oh God! Можно заметить, что собака смотрит в коридор, а в одном из дверных проемов виднеется темная фигура. Девушка убеждена, что это был не обман зрения и не иллюзия, а нечто действительно паранормальное. А вы что думаете? Зеркало. В следующем видео мама, как обычно, собирается на работу, а ее дочка с ней разговаривает. Все кажется привычным, пока не происходит нечто жуткое. В зеркале появляется нечто странное, отражение, напоминающее призрака. Это страшное видение появляется всего на пару секунд и исчезает. Мы никогда не узнаем, было ли это признаком потустороннего мира или простой хитрой игрой света. Но давайте вместе поразмышляем над этой загадкой. Оставляйте свои мысли в комментариях, обсудим вместе. Детская комната. Следующий ролик снят камерой наблюдения в детской. Присмотритесь. Кажется, будто из детской кроватки вылазит нечто, похожее на призрака ребенка. Оно медленно перебирается на пеленальный столик и будто бы начинает говорить, хотя настоящий ребенок все это время спокойно лежит в кроватке. Это всего лишь постановка или нечто больше? Решать только вам. Поздний вечер. Следующий ролик был найден в ТикТок. Он снят поздним вечером. Посмотрите. По ту сторону двери, на балконе, можно заметить темную фигуру со светящимися глазами. По словам автора, она некоторое время наблюдала абсолютно неподвижно, а затем исчезла. Кто или что это было, неизвестно. Если у вас есть мысли, пишите в комментариях. Призрак во Флориде. Следующий ролик был назван как «Призрак во Флориде». Посмотрите. What the hell? What the fuck is this piece of shit? Нечеткая фигура, напоминающая человека, идет по улице. В какой-то момент фигура исчезает, будто ее никогда и не было здесь. На этом видео заканчивается. Как в вашем понимании выглядит призрак? И верите ли вы в то, что это был действительно он?
Следующий ролик был найден в ТикТок. Мужчина заметил, что в кафе мигал свет и пошел проверить, что происходит. Когда он подходит к светильнику и стучит по нему, то понимает, что неисправности нет. Однако, когда мужчина отходит, начинает происходить нечто жуткое. What the f... Светильники начинают раскачиваться, причем все сразу. Он осматривает кафе, но никого не находит. Но светильники не прекращают раскачиваться. Мужчина идет в подсобное помещение, однако и там сталкивается с перебоями. Свет снова начинает мерцать, будто оповещая его о паранормальной активности. Он пытается понять, с кем или с чем имеет дело, и приближает камеру. Некоторые пользователи увидели нечто около двери в тот момент. А вы что-то заметили? На этом видео заканчивается. А что было снято там на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Сверхъестественное. В сети появилось видео, которое молодой человек назвал доказательством того, что в квартире его брата живет нечто сверхъестественное. Сначала кажется, что он просто снимает своего спящего брата, и в этом нет ничего необычного. Но стоит пересмотреть кадры внимательнее, справа от двери появляется фигура, и через пару секунд исчезает. Автор ролика настолько испугался, что тут же показал видео брату, но даже он не смог объяснить, что или кто это был. А как думаете вы? Женщина в платье. Этот ролик был снят камерой дверного глазка и быстро разошелся по соцсетям под названием «Призрак женщины в платье». Смотрите внимательно. Силуэт действительно напоминает привидение. Он идет по дорожке и в одно мгновение исчезает из поля зрения. Кто это был? Случайный прохожий или настоящий призрак? Оставлю решение за вами. Офис. Эти кадры были сняты камерой наблюдения в офисе, где, по слухам, не раз фиксировали странные явления.
На видео молодой человек идет по коридору, но внезапно останавливается, словно его пронзает сильная боль, и падает. Дальше самое жуткое. Камера показывает, как из его тела будто выходит прозрачная фигура и уходит вперед. Спустя несколько минут становится известно, что мужчина действительно умер. Причину врачи так и не смогли установить. Как вы считаете, могла ли камера наблюдения зафиксировать такое? Или это простой сбой? Жду вашей версии. День рождения. Данное видео было снято на день рождения девушки. Она поделилась, что в тот день почувствовала нечто необычное, хотя раньше не верила в паранормальное. Давайте посмотрим. That wasn't me. That was strange, wasn't it? That was weird. Друзья и близкие поздравляют ее с днем рождения и ставят на стол торт со свечками. Девушка улыбается и пытается задуть свечи, но ей это не удается. Спустя буквально секунду свечи вдруг тухнут, а девушка находится под впечатлением. Она подумала, что это кто-то из ее друзей так пошутил, хотя никто не сознался. А была ли это простая шутка или нет, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Следующий ролик был снят в школе. Посмотрите. Сначала можно заметить шевеление стула, но это было только начало паранормальной активности. Дальше, если смотреть внимательно, можно заметить едва уловимую фигуру, которую многие комментаторы сравнили с призраком. Хотя были и те, кто написал, что это обычный монтаж. А вы на чьей стороне? Место съемки следующего ролика неизвестно, но оно стало достаточно обсуждаемым в сети. Посмотрите. Мужчина замечает чьи-то ноги и слышит смех. Он заглядывает за дверь, чтобы посмотреть, кто это был, но там уже совершенно пусто. Некоторые пользователи писали, что это мог быть обычный монтаж. Другие утверждали, что над мужчиной мог кто-то пошутить. Третьи были уверены в том, что это темная сущность, которая что-то хочет от этого мужчины. А вы на чьей стороне? Подъезд. Еще один ролик прислал нам знакомый. Он живет в Молдове и установил камеру у своей квартиры в целях безопасности. Однажды камера зафиксировала движение, и вот что ей удалось заснять. Кажется, что уборщица просто моет пол, но смотрите дальше. Электрический щиток вдруг открывается без видимой на то причины, а затем происходит еще кое-что. Свет в коридоре гаснет, и на этом видео обрывается. А было ли снято чем-то паранормальным или нет, пожалуй, оставлю решение за вами.
Я остался. Когда все ушли, ни громко, ни страшно, просто все стало другим. Дом еще теплый, чай не допит. За окном кто-то жил. Я не понял, что умер. Просто перестал быть другим. Я брожу по углам, где мое было детство и мать, где обои все те же, но фото давно не висят, где когда-то смеялись, теперь пыль и нет сигнала. И даже кот, помнишь, он ушел со мной молча. Сначала ты проходишь сквозь стены, как будто сквозь меня. Смотришь в окно, не замечая дыхания. Я сижу на диване, где спал в 90-х под мультики, но ты все не слышишь, как будто весь мир стал глухим. Моя комната как музей, где экскурсий не бывает. Я сижу и слушаю, как плачет соседка живая. Я не злюсь, я не мщу, мне бы просто быть вспомненным хоть кем-то, хоть раз, хоть словом случайно. Я не тень, не кошмар, не сюжет из плохих новостей. Я обычный человек, который остался здесь. Если слышишь меня, не молчи, не беги от окна. Я все помню, твой голос, твой смех и ту ночь без сна. Я остался за гранью, но прошу тебя, как тогда, подпишись на YouTube и Telegram, чтоб я не исчез навсегда. В данном видео мама просто снимала своего ребенка, но что-то пошло не так. Большую темную тень можно было заметить буквально на несколько секунд. Что это было, женщина не представляет. А у вас есть мысли? Проявление. Это видео сняли в Японии. Группа блогеров, увлеченных паранормальным, отправилась в здание с пугающей репутацией. Здесь, по слухам, не раз видели призраков. Посмотрите. Сначала кажется, что ничего необычного не происходит, но если замедлить запись, на заднем плане появляется фигура, напоминающая призрака. Всего на миг, и она исчезает. Блогеры уверены, что им удалось заснять настоящее проявление потустороннего. А вы верите им? Оно двигается. Этот ролик снят камерой наблюдения и выглядит так, будто попал в кадр из фильма ужасов. Сначала, без всякой причины, открывается одна дверь, через мгновение вторая. В углу можно заметить нечто странное. Оно двигается, а затем резко исчезает. Через пару секунд двери начинают закрываться сами по себе. Что это было? Полтергейст, иллюзия или чей-то розыгрыш? Думаю, правду мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Темная фигура. В этом ролике девушка по имени Аманда просто снимала свою маленькую дочь, но вдруг перед камерой промелькнула темная фигура.
Чтобы точно заметить ее, нужно пересмотреть кадры в замедленном режиме. Аманда призналась, что сама сначала ничего не заметила. Это сделал ее муж. Но еще более пугает то, что в доме она чувствовала присутствие кого-то невидимого, особенно после смерти ее матери. Аманда рассказывала, что по ночам ощущала, будто рядом стоит кто-то чужой. Пользователи написали десятки версий. Кто-то даже утверждал, что это мог быть дух ее матери, но единого ответа так и не нашли. А вы верите Аманде или думаете, что это простое совпадение? Палачи. Данное видео, как утверждается, было снято в горах Апалачи. Ночью мужчина услышал странный шум и начал осматривать место своего проживания. Смотрите внимательно. В какой-то момент, когда он наводит фонарик на внешний двор, можно заметить белый силуэт, который, кажется, наблюдал за мужчиной все это время. Мужчина пугается и решает закрыть дом, чтобы обезопасить себя. На этом видео заканчивается. А было ли снято чем-то паранормальным или нет, останется для нас загадкой. Торжество. Следующее видео должно было стать моментом семейного торжества. Девушки приготовили торт, чтобы поздравить с днем рождения сестру. Они заходят в комнату и снимают все, чтобы воспоминание осталось на долгие годы. Смотрите внимательно. 今ケーキの準備をやってくれてます。落とすなよ。落とすなよ。落としたらかなりやばいよ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear マオ。はいどうぞ。はい、可愛いですね。はい。はい。おーすごい。かっこいいな、なんかこれ。よし、じゃあ電気消して。電気。よいしょ、じゃあ消すよ。いい？オッケーオッケー、消して。はい。よいしょ。おー、綺麗。すごい。はい。あ、いいよいいよ。一気にね。おー。あと一個。頑張れ。なかなか消えないね。もう一回。Когда их сестра задувала свечи, за ней можно было увидеть некую фигуру. Сестры заметили ее, когда просматривали видео. Они не понимают, кто или что это могло быть. Перемещение. В этом видео молодая мама занимается привычными делами, складывает вещи ребенка, но что-то идет не так. Round 1. Fight! Вещи внезапно начинают перемещаться, будто кто-то невидимый шевелит их. По словам женщины, в комнате кроме нее и малыша никого не было. Верите ли вы ей или у вас есть другая версия?
Следующее видео было снято на камеру наблюдения. В тот момент в здании работала клининговая служба. Посмотрите. Yeah, that's vegetarian. Vegan would be like no cheese. Ew, that's disgusting. Or the vegan cheese. Or the vegan cheese. That would be. Y'all see it? I'm not the only one that heard that. Well, there was this one time when I was in this hallway and Сначала мы слышим просто разговор, но потом из коридора доносится шум. И это было еще не все. Дальше слышен громкий хлопок, которого пугается персонал и выбегает из здания. Смотрите, что происходит дальше. В коридоре появляются чьи-то следы, хотя камера не фиксирует никаких фигур. Что это было на самом деле, неизвестно до настоящего времени. Чья-то шутка, паранормальные явления или обычный сбой в работе камеры. Правду мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Данное видео сняла женщина, когда делала фотографии на своем заднем дворе. Посмотрите. В какой-то момент можно заметить зловещее лицо, которое напомнило женщине-демон. По ее мнению, это был именно он, и она не представляет, что ее ждет дальше. А вы как считаете, мог ли демон действительно показать себя, или же это обычная игра света? Бабуля. Следующий короткий ролик снял мужчина, когда находился в больнице. После просмотра он заметил нечто жуткое. Смотрите внимательно. По ту сторону больницы в окне можно увидеть бабушку. По сообщениям персонала, она скончалась несколько часов назад. А была ли это ее душа, бродящая по тем местам, или нечто иное, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Так. Эти кадры начинаются невинно. Мама снимает, как ее дочь танцует у телевизора. Но дальше происходит то, что заставляет мурашки побежать по коже. Темная фигура буквально проходит сквозь ребенка и исчезает. Мама в шоке и сама не понимает, что это было. Она обратилась за помощью к зрителям. А как вы думаете, что это было? Игра света или нечто куда более страшное? Субстанция. Следующий ролик наделал много шума в сети. Посмотрите. What the hell?
Hey. What is that? Look, it's just moving. What am I looking at? Scary. Hey. I'm about to cry. What the frick is that? What is that? I am Venom! Темная субстанция находится у одного из автомобилей и начинает перемещаться. Она двигается какое-то время, а затем видео обрывается. Что же это было? Посмотрите еще раз и напишите ваши версии в комментариях. Обсудим вместе. Фигура. В следующем ролике девушка что-то эмоционально и увлеченно рассказывает. Затем очередь переходит к молодому человеку, и он приступает к рассказу. Когда он наклоняется, за дверью можно увидеть некую фигуру. Девушка ее заметила, когда снимала ролик, и сообщила парню. Он тут же открыл дверь, но там абсолютно никого не было. Так кого же они сняли тогда? Посмотрите еще раз и примите решение. Страхи Тристана. В этом видео мужчина по имени Тристан Обосрался. Что сделали? Обосрался. Тристан слышит странные звуки в своей квартире и решает начать съемку. Вдруг дверь в спальню медленно начинает закрываться сама по себе. Самые внимательные зрители заметят, что в тот момент по комнате начинают летать орбы. И это еще не все.
В одном из следующих видео Тристан слышит пугающий шум. Он идет в сторону источника и открывает дверь в ванную. И внезапно наступает тишина. Комната пуста, никого. Но звуки были. Что это тогда было? Объяснение найдется не сразу, если вообще найдется. Паранормальная квартира. Данную серию роликов сняла девушка, которая убеждена в том, что в ее квартире обитают призраки. Давайте посмотрим. Она идет по коридору, подходит к туалету и видит весьма интересное зрелище. Молодец, туалет. Молодец. Крышка унитаза открывается и закрывается без видимой на то причины, а затем дверь в туалет закрывается. Là aussi. Là aussi. Oh non. Vas-y. Когда девушка подходит ближе и хочет открыть дверь, то дверь начинает ходить ходуном. Вторая попытка также не увенчалась успехом. Кто-то или что-то будто не пускало девушку внутрь. Наконец, девушка входит в комнату и видит, что унитаз закрыт, а в туалете никого нет. Однако на этом все не заканчивается. Свет вдруг начинает мерцать, пугая и без того напуганную девушку. А дальше происходит еще кое-что. Aidez-moi. Я не умру в туалете! Она сталкивается с жуткими звуками и не может выйти из туалета. Кажется, кто-то просто закрыл ее там. Девушка паникует, но ей удается в конце концов открыть дверь и выйти. В еще одном ролике девушка услышала нечеловеческие крики у себя в коридоре и начала все снимать. Когда она навела камеру на дверь, та вдруг открылась, но рядом никого не было. Или ей просто хотелось в это верить. Девушка показывает дверь со всех сторон и говорит, что чувствует что-то жуткое прямо перед собой. А дальше она слышит чьи-то шаги. Затем раздаются еще и стуки. Ситуация повторяется, дверь снова открывается и слышны звуки шагов. Спустя мгновение видео обрывается. А что произошло дальше, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить.
Следующее видео, как утверждается, было снято в России. Пользователь заснял нечто странное в небе. Посмотрите. Некоторые пользователи считают, что это был инопланетный зонд. Другие склоняются к мнению о том, что мужчина снял обычный летательный аппарат. Были и те, кто утверждает, что это была тень прошлого. Некоторые уфологи предполагают, что в небе иногда появляются проекции событий из другого времени, когда еще о человечестве не было и речи. А как вы считаете, что это было на самом деле? Темная фигура. Следующий ролик был найден в ТикТок. Мужчина его выложил, так как его камера засняла странный объект. Посмотрите. Темная фигура быстро проносится по заднему двору. Мужчина утверждает, что видео не ускорено, фигура движется очень быстро. Он не верит, что это было животное или обычный человек. Так что же это тогда? Пишите свои версии в комментариях. Чердак. В данном видео мужчина пытается фиксировать все происходящее в его доме на камеру. Посмотрите. Лестница на чердак вдруг спускается, хотя рядом никого нет. По крайней мере, мы так думаем. Дальше можно заметить пару орб, летающих по коридору. Затем лестница открывается еще больше, и слышно нечто похожее на звук шагов. Будто прямо сейчас кто-то поднимается наверх. Вопрос только один: кто это был? Нападение. В этом ролике девушка решает проверить дом с помощью тепловизора. Давай, покажись на одном из этих тепловых сканеров. Слишком страшно. Сначала все спокойно, но через несколько секунд в тишине раздается пугающий голос «Убирайся». Девушка в ужасе выходит из комнаты, но продолжает снимать, и вдруг фиксирует фигуру, похожую на призрака. Oh my god.
Дальше еще страшнее. Силуэт начинает стремительно двигаться прямо на нее, словно летит. Камера фиксирует последние мгновения, и видео резко обрывается. Реально ли это столкновение с призраком? Или тщательно продуманная постановка? Посмотрите в замедленном режиме и напишите ваши версии в комментариях. Следующее видео сняла пара. Услышав странные шумы у себя дома, они решили включить камеру, чтобы зафиксировать все происходящее. Threw a coat on the floor. Молодой человек идет к шкафу и видит, что плащ каким-то образом оказался на полу. Но этим все не заканчивается. Спустя мгновение звуки усиливаются. Вещи внутри шкафа будто начинают двигаться сами по себе. И именно в этот момент происходит то, что пугает по-настоящему. See that? Когда парень закрывает дверцу, вдруг выглядывает нечто зловещее. В комментариях пользователи писали, что это самый жуткий момент, ведь фигура является буквально на секунду. Но этого достаточно, чтобы мурашки побежали по коже. А вы, как думаете, это реально что-то паранормальное или умелая постановка? Парковка. Данное видео было снято камерой видеонаблюдения на одной из парковок поздним вечером. Давайте посмотрим. Сначала ничего необычного не происходит. Машина паркуется, выходит водитель, но затем происходит нечто жуткое. Фигуры одна за другой появляются в кадре и начинают движение. Зрелище жуткое, согласитесь? За шторкой. В следующем ролике мужчина отправился в ванную, откуда услышал странные звуки. О!誰ですか? О! За шторкой просвечивала фигура, предположительно молодой девушки. Когда он решился открыть, то никого не обнаружил. Однако, когда он вновь закрывает шторку, то фигура появляется снова. Пользователи много спорили по поводу этого видео в комментариях, говоря о том, что мужчина просто смонтировал видео и хотел всех напугать. Однако были и те, кто поверил ему и написал, что стоит немедленно переезжать. Наблюдение. О следующем видео известно немного, но эмоции говорят сами за себя.
Парень замечает в подъезде темную фигуру и сразу начинает снимать. Она словно наблюдает за ним. Он закрывает дверь, открывает снова, и фигура исчезает. Ночь, пустой подъезд и необъяснимое присутствие. Неудивительно, что он был в панике. Данное видео снял мужчина-блогер и выложил у себя в социальных сетях. Смотрите внимательно. So I'm currently home alone, watching Mind TV. Mind you, my masks are right up there. Что это за хрень? So like I said, I'm watching this bullshit as if that's not freaking. Сначала он показывает, что у него дома находятся жуткие маски, а затем мужчина включает телевизор и документирует нечто жуткое. В полночь меня больше всего пугает то, что на моем холодильнике висит маска. Вот, давай я увеличу. Это не моя маска. Моя маска сзади. Так что я не знаю, кто ее повесил. Что за хрень? Маска, которая только что была на полке, вдруг пропадает. На этом видео заканчивается. А что действительно произошло там, останется для нас загадкой. Темная фигура. Следующее фото и видео нам отправила подписчица. По ее словам, данная темная фигура преследует ее, куда бы она ни переезжала. Эту фотографию она сделала год назад. Тогда темную фигуру она видела чуть ли не ежедневно. Переехав в другую квартиру, она встретилась с ней вновь. Посмотрите. На балконе, по словам девушки, появляется темный силуэт. Именно в тот момент, когда она выходит туда. Причем это происходит даже днем. По словам соседей, в этой квартире умерла женщина, и она заброшена. Но зачем эта темная сущность преследует женщину? Или на самом деле все не так, как мы думаем и видим? Пишите, что вы об этом думаете. Странности. Следующее видео выложила девушка, которая заметила, что ее собака начала чего-то бояться. Она стала устанавливать камеры в квартире, чтобы документировать события. Посмотрите, что ей удалось заснять. I know. You're okay. You're okay. I know. Дверь в одну из комнат вдруг открывается, а напуганная собака выбегает и смотрит прямо туда. Затем дверь закрывается. Дальше слышны странные звуки. Но на этом все не закончилось. Девушка сняла еще один ролик после пробежки. Она приняла душ и услышала, как кто-то спускается по лестнице. Я вернулась, чтобы принять душ перед работой. А после душа я зашла в свою комнату, чтобы одеться, и услышала, как кто-то спускается по лестнице. По этой лестнице. Явно кто-то спускается по лестнице. А потом я услышала какой-то шорох. И я спустилась вниз на своей подушке. Там никого не было. Сегодня утром там никого не было. Я спустилась на кухню, и вот что нашла. Давай я включу свет. Вот что я нашла. Я в полном шоке. Здесь никого нет.
Все дверцы шкафов и ящики открыты. And the drawers are open. Все до единого. Я не боюсь, но я в полном шоке. Все дверцы открыты. Я не слышала такого шума. Я слышала какой-то шорох, как будто кто-то ходил здесь или что-то в этом роде. А потом я зашла сюда, и все ящики тоже были открыты. А стулья стояли у стола, но повернутые в другую сторону. Что за черт? Это так странно. I've experienced stuff in this hotel before, but nothing like this. You know, hearing a door slam. That was a long time ago, though. But it's just so weird. Она спустилась вниз, но никого и ничего не обнаружила. Но когда девушка вошла на кухню, то она увидела, что все шкафчики были открыты, а ящики выдвинуты. Это ее действительно напугало. Больше от девушки вестей не было. А что же действительно случилось у нее в доме, останется для нас загадкой. Оно уже здесь. В следующем ролике молодой человек разговаривал по видео со своим другом, как вдруг начали происходить жуткие события. I literally hate you, bitch. How the fuck do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just fucking opened. What? No, stop. What the fuck? Дверь в комнате начала шататься, пугая его, будто по ту сторону кто-то есть. Он открывает дверь и осматривает дом, находясь в полном недоумении. Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What? Oh my god. What the fucking... Oh. No. Oh! No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Julie, you're fucking lying. You're fucking lying. Oh! No. 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 No! Через некоторое время парень снова замечает, что дверь в одну из комнат закрывается, а затем он слышит громкий хлопок. Парень снова идет и осматривается, но никого не находит. А что же это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Работа. Этот короткий ролик снят на камеру наблюдения. Мужчина спокойно работает за столом, когда вдруг один из ящиков резко вылетает сам по себе. Что стало причиной? Сквозняк, сбой техники или что-то необъяснимое? Остается загадкой, но выглядит это действительно жутко. Гостиница. Этот ролик снят в гостинице, где мужчина остановился всего на одну ночь, но отдых превратился в кошмар. Сначала он заметил, что вещи стали падать без видимой на то причины. Так он снимает и рассказывает, что заметил, как упала чашка. Потому что я не могу понять, что происходит. И это уже случалось пару раз. И я не знаю.
Спустя несколько мгновений ему удается заснять, как трубка от телефона вдруг падает на стол, хотя было видно, что рядом никого не было. Дальше он показывает, что телефон даже не подключен к розетке, и он не понимает, что сейчас произошло. Затем мужчина пытается пообщаться с предполагаемым духом и просит что-то передвинуть, и кажется, паранормальные силы его услышали. Действительно очень странно. Можешь еще что-нибудь передвинуть для меня? Что угодно. Полотенце вдруг падает со стола, а мужчина убеждается в том, что в этом месте существует нечто жуткое. Я тебя не слышу. Можешь говорить погромче? Боже мой. Ладно, я знаю, что ты здесь. Я просто хочу знать, как тебя зовут и могу ли я чем-нибудь тебе помочь. Есть ли вообще что-нибудь? Есть ли место, куда ты хочешь пойти? Место, где тебе нужно быть? Трубка телефона еще раз шевелится, а больше не происходит ничего необычного. Однако зрители заметили странное. На шторах появляется тень, совсем не похожая на тень самого мужчины. Многие уверены, что это был так называемый человек-тень. А что думаете вы? Лицо. Девушка утверждает, что снимала это видео ради шутки. Она просто оставила камеру и зашла в лифт, но при просмотре увидела то, от чего стало не до смеха. Если присмотреться к левой части экрана, можно заметить жуткое лицо. Некоторые зрители утверждали, что это просто игра света, но большинство сошлись во мнении, что кадры выглядят слишком правдоподобно, чтобы быть случайностью. Следующий ролик был снят в одном из лифтов, предположительно в Японии. Когда мужчина входит в лифт, он с кем-то здоровается, хотя на кадрах никого не видно. Управляющий данного комплекса сообщил, что 5 лет назад на этом этаже в одной из квартир было обнаружено тело женщины. Он предполагает, что она навсегда осталась заперта в этих стенах. В следующем ролике мужчина купил куклу своей дочери и положил ее к ней в кровать, чтобы сделать сюрприз. Однако все пошло не по плану.
Дверь в комнату вдруг открывается и закрывается, а кукла сползает под одеяло. Дальше одеяло поднимается, а ближе к утру приходит отец и снимает все, чтобы сделать дочери сюрприз. 明け方、何も知らない父はカメラで撮影しながら子供部屋へ。まだ寝てるな。お、人形がないな。なんで膨らんでるんだ。人形が中に入っちゃったかな。絶対ば絶対ば。 Однако, когда он берет одеяло, то видит там жуткую фигуру маленького мальчика-призрака. Согласитесь, видео действительно наводит страх. И уже не важно, постановка это или нет. НЛО. Это видео взорвало соцсети. Мужчина утверждает, что ему удалось заснять НЛО. Обратите внимание, когда он приближает изображение, в кадре появляется объект, пугающе похожий на летающую тарелку. Мнения разделились. Одни верят, другие считают это фейком. А что думаете вы? Реальный контакт или ловкая мистификация? Призрак собаки. В данном видео, по мнению многих пользователей, был снят призрак собаки. Посмотрите. В кадре появляется нечеткая фигура со светящимися глазами, напоминающая собаку. Дополнительной информации о видео у нас нет, поэтому мы не можем точно утверждать, что это было. Но если у вас есть предположения, поделитесь ими, обсудим вместе. В следующем ролике двое мужчин сняли нечто, наблюдающее за ними из окна. Посмотрите. Один из мужчин обращает внимание на фигуру, которая, кажется, стоит по ту сторону окна и наблюдает. Он будет своего друга, и на этом видео обрывается. А была ли это чья-то шутка или просто игра света? Решать только вам. Жуткий дом. В следующей серии роликов команда охотников за паранормальным отправляется в дом, где, по сведениям очевидцев, происходят жуткие вещи. Давайте посмотрим, с чем они столкнулись. Estaba abierta la puerta. Se cerró. Estaba abierta la puerta. Mentes. ¿Está abierta? Estaba abierta. Porque yo me metí ahorita por el teléfono y yo no iba a estar cerrando las puertas porque también se escuchó algo allá adentro. Bueno, a ver, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Segura que no hay nadie ahí adentro? No, ahí se cerró. Ponle fuego. De hecho, tenemos... Сначала они слышат странный звук и пытаются найти его источник, а потом понимают, что в одной из комнат что-то или кто-то есть. Дверная ручка шевелится, но это было только начало. Потом они слышат стуки по ту сторону. Несмотря на все происходящее, блогеры продолжают снимать. Спустя какое-то время они сталкиваются с неопознанными звуками и видят темную фигуру около одной из дверей. Посмотрите сами.
Oye, pero ahorita eran en esta parte, ahorita eran en esta parte, en esta puerta, donde se estaba moviendo y escuchando los ruidos. Y luego se escuchó como un golpe fuerte acá en la puerta de la entrada de la casa. Y nos venimos a asomar y no hay nadie. O sea, no hay... Esta puerta se abrió sola. Ahorita... ¡Ey! Se asomó algo ahí, ¿eh? Se asomó algo en esa puerta, te lo juro. Te lo juro. ¿Alguien vio que se asomó algo ahí? Te lo juro que algo se asomó ahí, ¿eh? Te lo juro, de verdad. Algo se asomó, en serio. En serio, te lo juro, algo se asomó. Manifiéstate ahora. ¿Estás aquí? Блогеры также взяли с собой доску Уиджи, но так и не решились поговорить с призраками. Зато, кажется, они их услышали. ¿Se movieron las llaves? Nada. ¿Seguras que estaban aquí arriba? Te lo juro, estaban aquí. Claramente. Так можно было заметить, что предмет, лежащий на полу, сдвинулся, будто оповещая о паранормальном присутствии. Пока команда пробовала разобраться в происходящем, паранормальные события не утихали. Traje la ouija para poderla jugar ahorita. Pero te juro que empezamos a ver la película. Y justo la película trata como de la ouija. Que estamos jugando a la ouija. ¿En serio? Te lo juro. ¿Qué es la película juro que de...? estoy temblando. Ay, no sé si fui yo, vi que alguien se asomó allá en el baño, ¿eh? No sé si fui yo, pero como que alcancé a ver que alguien se asomó allá. No sé. Sí, dicen que sí se está asomando algo allá, ¿eh? ¿Qué? На этот раз около девушки пошевелилась игрушка, что ее не на шутку испугало. Блогеры уже были готовы уйти, но снова столкнулись с паранормальными инцидентами и решили вновь заснять все на камеру. ¿Van a ir por la cena? Vamos a ir a decirle. Yo ya no tengo hambre. ¿Ya no tienen hambre? No. Pero... ¡Ey, ve! No. ¿Ve? Güey, te juro que vi una puta sombra. Se volvió a cerrar. Se cerró esa puerta, ¿eh? Ve. Está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros, te lo juro. На этот раз можно было заметить, как у бытового прибора, похожего на бойлер, открылась дверца, а дальше они заметили странный шум. На этом их ролик заканчивается, а что за темная фигура была снята блогерами, останется для нас загадкой. За дверью. В следующем видео мужчина делится историей, от которой пробирает до мурашек. Его ночной кошмар неожиданно стал реальностью. Представьте, посреди ночи он вспоминает, что не закрыл заднюю дверь. Дальше будто сцена из фильма ужасов. Hello? За дверью его кто-то поджидал. Светящиеся глаза в темноте выглядели так, словно намекали на что-то потустороннее. Мужчина не решился приблизиться. А что это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Бледная фигура. В следующем ролике две девушки снимали себя на фронтальную камеру. Это должно было быть обычное видео для социальных сетей, но после просмотра позади себя они заметили некую фигуру, которая их испугала. Посмотрите. За одной из девушек действительно можно заметить бледную фигуру с темными волосами. Кто или что это было, неизвестно. Девушки утверждают, что были одни в том помещении. А вы им верите? Бигфут.
А вот это видео мужчина выложил с подписью: «Мне удалось заснять Бигфута, посмотрите сами». Bober! A ty jesteś kurwa duży, ty! Bober! Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobra! Jakie bydle jebane! Spierdolił do wody i się utopił! В лесу видно массивную фигуру, которая уверенно движется среди деревьев. Пользователи в комментариях разделились. Одни уверены, что это и правда легендарный Бигфут, другие считают, что кто-то решил устроить розыгрыш в костюме. А вы на чьей стороне? Неизвестное. Следующее видео было снято на камеру наблюдения в обычном доме. Мужчина поделился, что когда он уходил из дома, дверь была закрыта, а когда вернулся, то обнаружил ее открытой. Давайте посмотрим, что тогда происходило. За одной из занавесок видно что-то темное, но это было еще не все. Входная дверь открывается без видимой на то причины, а занавеска начинает шевелиться, будто в доме кто-то есть. Дальше можно заметить, будто кто-то проходит за ней, хотя мужчина утверждал, что дом был пустым. Позади. В следующем коротком ролике мама снимала своих детей, но позади них увидела фигуру, напоминающую мужчину. Кто это был, она не знает, поэтому ищет ответы. Посмотрите еще раз и напишите ваши мысли в комментариях. Эти кадры были сняты в одном из парков. Автор видео утверждает, что заснял настоящего призрака. Присмотритесь. В кадре мелькает размытая фигура, словно человек, который пробежал и исчез в никуда. Сбой камеры или нечто потустороннее мы, возможно, никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Нечто темное. Следующий ролик снял мужчина. По его словам, он заметил, как нечто наблюдало за ним из темноты и решил все заснять. Посмотрите. За стеной можно заметить нечто темное. Когда мужчина подходит ближе и пытается понять, что это было, он никого не обнаруживает. Была ли это чья-то шутка? Или же мужчина встретился с чем-то паранормальным? Как всегда, оставлю решение за вами.
Следующее видео было снято на камеру наблюдения в одной из квартир. Посмотрите. Сначала можно услышать звук, напоминающий шаги, но это было только начало. Необъяснимые звуки и стуки слышны дальше, хотя в комнате никого не было видно. Мужчина утверждает, что камера у его входной двери также никого не зафиксировала. Посмотрите сами. Так что же тогда это было? Кто ходил той ночью по комнате? Наверное, правду мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. В следующем видео были сняты блогеры, которые выходят из туннеля, в котором, по легенде, пропадают люди, и позади них зрители заметили некую фигуру. Посмотрите. Между девушкой и мужчиной действительно видна фигура, но они утверждают, что там были только они со своей командой. Был ли это дух человека, пропавшего в тех туннелях, или нечто совсем иное, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Классика. Этот ролик начинается словно сцена из классического ужастика. Парень услышал подозрительный шум в доме и вместо того, чтобы вызвать полицию или хотя бы взять фонарик, решил все снимать на камеру. Смотрите сами. Он заходит в комнату, включает свет, и вдруг стул начинает двигаться сам по себе. Мужчина подходит ближе, касается его, и тут из темноты раздается громкий стук. Он замирает, глубоко вдыхает и остается на месте. Что было дальше, пока что остается тайной, так как запись обрывается. Паранормально. Это видео сняли исследователи паранормальных явлений, отправившиеся в заброшенное здание. Это становится еще более острым, потому что это довольно темное место. Ну что же, давайте зайдем поглубже в это огромное место, и начался немного более сильный дождь. Так что давайте зайдем сюда.
Сначала все было спокойно, они просто осматривали комнаты, но внезапно послышались странные звуки. Escucho algo ahí adentro, ¿eh? Ahí. Что случилось? Там какая-то тень. Вы видели? Да, вот где рама. Здесь? Да. Mira, ahí están viendo como muchos orbs. Здесь. Где вы видели тень? Это было? Да, это было там. Сегодня их много. Мужчины утверждают, что заметили тень, а когда направили камеру на деревянную раму, она зашевелилась и рухнула. Все это удалось заснять, и на этом странности не закончились. Осторожно, Дэниел. Есть ли кто-нибудь здесь, в этом коридоре? Они сказали «да». Здравствуйте, Дэниел был услышан. Здесь кто-нибудь есть? Я иду ко дну. Берегитесь. Берегитесь и там. Ой. Дети мои. Дети мои? Да. Кто вы? Дети мои? Дэниел, меня вытащили. Дэниел, не соси. Не соси. Меня вытащили. Внезапно одного из участников словно схватила невидимая сила. Второй мужчина бросился к нему, не понимая, что происходит. Вы видели Дани? Здесь голова Альмеков. Когда они вышли на балкон, в окне позади них мелькнула темная фигура. Y escuché algo aquí adentro. Обратите внимание на дымку здесь, в камере. Прошел дым. От дерева, как от дерева, от злоумышленников, как от конфет, как от духов. Чуть позже камера зафиксировала дымку, которая быстро рассеялась, обнажив силуэт, похожий на призрак. Затем команда спускается в туннели, где, по рассказам, многие сталкивались с необъяснимым. Там они тоже слышат непонятные звуки, но никого не находят. De madera como de árbol, y aquí huelen intrusos como a dulce, como perfume. Пахнет очень странно. Это похоже на алтарь. Sí. Sí, es un altar definitivamente. Ni un ring. Sí, es una cruz. В одном из помещений они чувствуют резкий запах и находят странный алтарь. И именно в этот момент в коридоре мелькает белая фигура. Если присмотреться, ее можно заметить. Что это было? Настоящий призрак или всего лишь игра света и техники? Решать только вам. Но согласитесь, прогулка по этому месту явно не для слабонервных. На этих кадрах девушка готовилась ко сну, когда ощутила, что за ней кто-то наблюдает. Она включила камеру и, как оказалось, не зря.
коридоре, за дверью, на мгновение появляется жуткая фигура и через мгновение исчезает. Силуэт не похож на человека, скорее на фигуру из ужастика. Многие зрители писали, что именно это делает видео еще более пугающим. Другие утверждали, что если фигура исчезла так быстро, значит ли это, что она все еще где-то рядом. Заброшенный дом. Данное видео было снято любителем паранормального из России. Он отправляется в заброшенный дом в поисках острых ощущений. Посмотрим, что ему удастся заснять. Странно, сегодня он молчал. Спустя некоторое время после начала расследования позади парня можно было заметить проходящую тень. Посмотрите в повторе. Странно, сегодня он молчал. Странно, сегодня он молчал. Когда он заходит внутрь, оборудование оповещает о паранормальной активности, но самые внимательные зрители заметили еще кое-что. Аномальную фигуру можно было увидеть в помещении, на которую, скорее всего, и реагировало оборудование. Несмотря на все происходящее, блогер идет дальше и пытается выяснить, с кем или с чем он имеет дело. Только был сигнал и пропал. Спустя короткий промежуток времени молодой человек сталкивается с паранормальной активностью. Парень набирается смелости и идет дальше. Ты помнишь свое имя? Ты помнишь, как тебя зовут? И уже спустя несколько мгновений фиксирует позади себя еще одну фигуру. Причем он ее заснял несколько раз. Посмотрите в замедленном режиме. А одна из камер также записала аномалию в тот момент, но в другой комнате. Нет, нет, нет. На этом расследование подходит к концу. А что же действительно было снято тем поздним вечером, мы не узнаем, но можем хотя бы предположить. Лес. Неизвестно, как было снято это видео, но действие происходит в лесу днем. Посмотрите. Девушка идет к дереву, и сначала можно не заметить самое главное, так что смотрите внимательно.
У дерева, кажется, сидит некая фигура. Она не похожа на человека, но девушка будто подходит к ней, что-то говорит и уходит. Интересно, что у девушки в руках веревка, которая связана особым образом. Местные жители говорят, что это был ритуал, чтобы свести счеты с жизнью. Где сейчас эта девушка, неизвестно, поэтому правду мы не узнаем. Зловещее лицо. Это видео было снято глубокой ночью. Мужчина просыпается от звука воды и идет проверить, что происходит. В ванной он находит открытый кран. Вода льется сама по себе. Но это было только начало. Когда он возвращается в коридор, то замирает. Из темной комнаты кто-то выглядывает. Зловещее лицо, жуткий взгляд. Многие комментаторы считают, что это постановка. А вы – реальность или хорошо разыгранная сцена? Ресторан. Данное видео было снято на камеру наблюдения в одном из ресторанов. Посмотрите. Девушка что-то ищет в шкафчиках, как вдруг духовка открывается. Она это замечает, идет и закрывает ее. Дальше девушка покидает кухню, так как находится в состоянии шока. А было ли это простым совпадением или нет, останется для нас загадкой. Следующее видео вызвало массу споров в сети. Посмотрите. Somos UFO 5537. На кадрах можно увидеть темную фигуру в небе, которая будто наблюдает сверху. Пользователи спорили о том, кто же или что это могло быть. Одни предполагали, что фигура может быть темной сущностью. Другие утверждали, что видео явно фейковое и сделано для привлечения внимания. А вы что думаете, что это было на самом деле? Следующее видео было снято на Кавказе. Оно стало достаточно обсуждаемым в социальных сетях. Посмотрите. В Коране не было написано, что конец света как индейцы. Это спутник, смотрите, он двигается. Это самолет! Нет, это Патрик. Дети увидели в небе объект, напоминающий летающую тарелку, и не на шутку испугались. Однако некоторые пользователи посчитали, что это был обычный спутник. Как вы считаете, что действительно засняли дети? Жуткий кадр. Японские охотники за паранормальным снова рискнули зайти туда, куда обычные люди не осмелились бы. На этот раз в заброшенное здание, которое они решили обследовать с помощью ультрафиолетового фонарика.
すごいこれ今何してるかっていうと赤外線ライトです。ちょっと一回ライト落としてもらっていいですか。Сначала находки кажутся безобидными, всего лишь брызги на стене, но дальше становится по-настоящему жутко. Тегатаでしょ。これが手形です。そう考えたらこれも爪痕みたいな跡もある。全部。シュウさん本当にそこだけか。俺すごい気になるのがここなんですよね。なんで床取ってんのかなと。いやもちろんだからそこもで。На стене проявляется отпечаток руки, будто кто-то коснулся ее совсем недавно. Чтобы ничего не упустить, блогеры гасят свет и оставляют только ультрафиолет. И в темноте начинает звучать голос. Кто-то словно зовет их. その人間って、今ちょっと待って。余計ダメだわ。逆にちょっと移動した方が気が紛れるかもわかんない。話し声聞こえません。やっぱり女性だよね。こっち側が玄関ね。これが玄関。今度男の人。やばか、もうほんと。やばい。俺史上一番聞こえてるかもわかんない。もう本当に。В одном из помещений они замечают тень, похожую на человеческую фигуру. То это было? Игра света или нечто совсем иное? Но самое страшное ожидало их впереди. Сделав несколько снимков, они замечают на одной фотографии искаженное лицо, которое появилось из ниоткуда. Многие зрители писали, что от этого кадра пробирает до дрожи. Была ли это всего лишь иллюзия или доказательство потустороннего? Решать, как всегда, только вам. Этот ролик выложил мужчина, который утверждает, что все жильцы до него не выдерживали и долго в этом доме не задерживались. Они говорили о постоянном ощущении, будто за ними наблюдают. Давайте посмотрим, что удалось заснять самому хозяину. Когда он был в комнате, шторка в ванной вдруг начала шевелиться сама по себе. Мужчина уверен, что это проявление паранормальных явлений. Но что это было на самом деле? Реальное доказательство? Или всего лишь попытка обмануть зрителей?
На этих кадрах было снято заброшенное здание. Девушка заметила что-то странное и решила все заснять. A new emotion. Wow. В одном из окон можно отчетливо увидеть фигуру, будто наблюдающую за ней. Пользователи разделились во мнениях. Одни уверены, что это призрак, другие считают, что в здание мог пробраться обычный человек. Но в одном все сошлись. Зрелище выглядит жутковато. Улица. В следующем ролике, который был найден в социальных сетях, девушка идет по плохо освещенной улице поздним вечером. Сначала кажется, что ничего не происходит, но если посмотреть внимательно, вы точно увидите. Если замедлить, то внизу можно заметить чьи-то руки. Девушка призналась, что ей все еще страшно после увиденного, и она больше не ходит по той дороге, где это было снято. Лекция. На следующих кадрах можно увидеть обычную лекцию в японском колледже, но все пошло не по плану. Смотрите внимательно. Если не увидели, давайте посмотрим повтор. Когда свет в лекционном зале погас, можно было заметить темную фигуру, которая выглядела достаточно жутко. А была ли это просто игра света или нечто иное? Решать только вам. Официант. Следующее видео было снято на камеру наблюдения. Посмотрите. На кадрах можно увидеть мужчину-официанта без головы. Охрана утверждает, что таких сбоев у них никогда не было. Кроме того, люди были серьезно напуганы, когда увидели это. А вы как считаете, мог бы это быть призрак? Или это была чья-то неудачная шутка? Разговор. Следующий ролик должен был быть обычным разговором по видеосвязи, но что-то пошло не так. Смотрите внимательно.
Девушка что-то говорит, а спустя несколько секунд дверь позади нее открывается. Она это замечает, но не придает особого значения. Однако многие пользователи заметили, что чья-то призрачная рука после этого появляется на плече девушки. Согласитесь, выглядит жутко. А была ли это постановка или же видео реальное? Жду вашей версии в комментариях. Кладбище. Следующее видео снял Фрэнк, блогер и любитель паранормального. На этот раз он отправляется на кладбище, куда немногие рискнут пойти. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я надел свою пончо. Я только что что-то услышал. Он начинает расследование со статуей, под которой похоронены тысячи тел. В какой-то момент блогер слышит нечто похожее на чей-то крик. Фрэнк идет дальше, а вдалеке замечает темный силуэт. Literally behind me. There's a wall there. Я переключусь на свою обычную камеру. Вот здесь. Что это там внизу? Я ничего не вижу, кроме ЯК излучения. Ночное видение. Оно исчезает вместе с ИК излучением, понятно? Что это, черт возьми, такое? Там что-то черное. Ой, эта камера намокла, надеюсь, она не испортится. Ладно, я попробую подойти поближе. Там что-то есть вдалеке. Вот как темно там, где я сейчас нахожусь. Я пришел оттуда. Посмотрим, движется ли оно. Посмотри на это. Что это? Это был человек или что-то другое? Ладно, я пойду туда. Я не хочу, чтобы она смотрела на мавзолей, но я вижу что-то черное слева. Он решается подойти ближе, но в какой-то момент фигура начинает движение и пропадает. Hola? Я слышу плач. Что это, черт возьми, такое? This is freaking sketchy. Дело в том, что я не люблю находиться в узких местах, а здесь все очень тесно.
Is there somebody crying? Смелый блогер идет дальше и слышит звук, напоминающий чей-то плач. Он идет дальше и спустя некоторое время понимает, что плач слышен и в других местах кладбища. Будто куда бы он ни пошел, звук преследует его. А дальше он замечает кого-то или что-то в мавзолее. Здесь, но эта дверь заперта. Я не могу туда войти. Сюда тоже было бы неплохо попасть. Я не могу пойти туда, потому что там наверху камера, и у меня будут проблемы. Это что? Hola? Shit, the noises are creeping me out. Hola? There's somebody inside the room. Фрэнк подходит ближе и видит открытую дверь. Он уверен, что видел кого-то внутри, поэтому входит и осматривается. Что-то только что промелькнуло здесь. Я только что услышал странный шум снаружи. Hola? Когда блогер никого не находит, дверь мавзолея вдруг закрывается, будто невидимая сила хотела запереть его здесь. Фрэнк выходит оттуда с мыслью о том, что стоит пересмотреть кадры с камеры, чтобы сделать вывод. What? What? А если мы посмотрим повтор, то увидим темную фигуру, которая на мгновение показала себя и исчезла. Действительно ли данная фигура хотела запереть Фрэнка в том мавзолее? Или же блогер специально все подстроил? Ответов на эти вопросы у меня нет. Полтергейст. Девушка услышала шум в своем доме посреди ночи, в 3 часа. Она решила все заснять ради собственной безопасности. No mames. No sé si pueden escuchar. El bote de la basura. Ching. Y el pinche bote de la basura se abre y se cierra solo. Ay, ¿qué se fue? Oye. ¿Qué podrá hacer? No mames. ¿Qué ching? Oh, ¿qué es? ¿Qué chingados es? ¡Ay! Se escucha. ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto? El pinche bote de basura se está abriendo y cerrando solo. No manches. ¿Por qué chingados está haciendo eso? Она идет по дому и слышит детский голос. Вероятнее всего, это была ее дочь. Потом девушка пугается, так как слышит странные звуки прямо около себя. Спустя некоторое время она включает свет и видит, как мусорное ведро открывается и закрывается само по себе. И это не единственное видео, которое девушка выложила в социальные сети.
В еще одном ролике, который она сняла, у лестницы можно заметить звуки, похожие на шаги, хотя рядом никого и ничего не видно. Девушка поднимается наверх и еще раз убеждается в том, что там никого нет. Она пытается совладать со страхом и идет еще выше. Dальше девушка спускается вниз, так как ей не удается больше никого найти. Esto es muy extraño. Ya empezaron los ruidos allá arriba. Y miren, se están moviendo esos, pero esos no. Voy a ir a ver allá arriba qué es. Mira, ese también se está moviendo un poco. Ay no, qué pinche miedo. Y es que en la parte de arriba siempre se escuchan muchos ruidos. ¿Qué es eso que se está viendo allá arriba? Ahorita les voy a enseñar. Vamos a ver qué es lo que... В еще одном ролике она заметила странные звуки, которые доносились с кухни. Кроме того, она обнаружила у себя на теле царапины перед этим инцидентом. Девушка замечает, что колокольчики начинают шевелиться, хотя они должны оповещать о движении. Она идет наверх и решает осмотреть комнаты, чтобы убедиться, что находится дома одна. Están las muchachas acá. Este es un cuarto. La sombra acá. Este es otro cuarto. Les quiero enseñar en el cuarto donde se miran cosas. Déjenme apagar la luz. Mira una sombra aquí. Este es el cuarto que les digo que se escucha mucho ruido. A veces prende la tele. La otra vez. Oye, ¿escuchan? Se escucha como que pisaran, pero no hay nadie. No hay nadie. La otra vez, este sillón se estaba moviendo. Ya les voy a enseñar. De este lado, a veces se escucha que prenden la tele. Estar aquí es una sensación rara. Les quiero enseñar, no hay nadie. Ay, no, se siente que hay alguien atrás de ti. La otra vez dejé grabando para que miraran qué es lo que se escucha. ¿Están aquí? No, las muchachas andan allá abajo. No sé si escucharon como si caminaran. Este cuarto... ¡Ay, no! В итоге она никого не находит. Когда девушка уже решается уйти, она снимает, как шторы в спальне вдруг пошевелились. То есть в тот момент в комнате она была не одна. У нее трясутся руки от всех событий, с которыми ей пришлось столкнуться. Она решает уйти в машину и показывает царапину, которая снова появилась у нее после очередной тревожной ночи. На этом серия роликов от нее заканчивается. А что же действительно обитает у девушки в доме, останется для нас загадкой. Эти кадры молодой человек снял поздно вечером, когда собирался ложиться спать. Вдруг он заметил странный силуэт и сразу включил камеру. Давайте посмотрим. Сначала в темноте едва видно лицо, но уже через секунду фигура словно оказывается рядом с ним. Парень в ужасе остается лежать на кровати, пока нечто не приближается все ближе. На мгновение оно исчезает, но потом появляется вновь и уже почти рядом. От страха он вздрогнул так, что это заметно даже на записи. Многие комментаторы утверждали, что это всего лишь постановка. Как думаете вы?
Мужчина, который работает водителем грузовика, просто выполнял свою работу, но произошло кое-что жуткое. Когда он остановился отдохнуть и записывал ролик о работе, то заснял нечто, что все еще его пугает. Посмотрите. Siapa iku? Siapa? Si ambu amis lur yo. Прямо под своей машиной он зафиксировал чьи-то ноги. Они буквально свисали, будто позади нечто парило в воздухе. Однако, когда мужчина обошел машину, то увидел, что там абсолютно никого нет. Так что же это тогда было? Они смотрят. Эти кадры выложила мама-блогер Габи Мартинес, которая снимает забавные ролики про свою дочь. Но вскоре ее видео приобрели совсем другой оттенок. Габи рассказывает, что дочка часто указывала в темноту и говорила «они смотрят». На этом видео действительно можно заметить, как по комнате в отражении проходит темная тень. В еще одном видео что-то прячется в гардеробной. При этом мама утверждает, что они были дома совершенно одни. Зрители активно обсуждают ролики. Одни верят, что маленькие дети могут видеть то, что скрыто от взрослых. Другие думают, что это все постановка. Но кадры все равно вызывают мурашки. Согласитесь? Игра. Следующий ролик в ТикТок выложил мужчина по имени Ланте. Он утверждает, что его преследует паранормальная активность. На этот раз он поиграл в одну из игр по вызову призраков и пожалел. Ланте находится у зеркала и держит в руках оборудование для общения с духами. В какой-то момент мужчина понимает, что находится здесь совсем не один. Он начинает слышать жуткие звуки, берет камеру и снимает все, что происходит. Jeff the killer, Jeff the killer, Jeff the killer. I'm the one. Hello? Ланте идет в коридор и пытается поговорить с предполагаемым духом. Спустя некоторое время он снимает то, от чего все еще находится в страхе. Who is it? Shit, we forgot to turn off the lights. Help you? Where are you? Hello? You said help you? Where are you? Show yourself. Merlin, back up. Move. Move. Back up. Somebody's in the house. Merlin! Come in here. Jeff? Oh God, he's in the house. We should have turned off the lights.
turn them off. Just leave the house now, Jeff. Jeff. Он видит едва различимую фигуру, которая стоит в коридоре. От этого Ланте начинает впадать в панику, а дальше видео прерывается. Многие пользователи не поверили мужчине, а вы что скажете? Специально ли он все подстроил, или в его доме действительно кто-то был? Склад. Следующий ролик был удален из многих социальных сетей в Японии, так как на него жаловались пользователи, и им снились после него кошмары. Поэтому будьте осторожны при просмотре. Hello. Когда мужчина исследует заброшенный склад, он натыкается на фигуру, которая выглядит достаточно жутко. Был ли это простой человек, который жил там, или фигура имеет паранормальный характер? Мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Душа. Следующее видео было снято на камеру наблюдения. По словам жильцов, в этой квартире умер их родственник, и они установили камеру для безопасности и наблюдения за недвижимостью. Посмотрите. Нечеткая фигура появляется на несколько мгновений в кадре и пропадает. Родственники считают, что это была душа молодого человека, который все еще не может покинуть эту квартиру. Охранник. Следующий ролик снял охранник соседнего здания. Он был в ужасе, поскольку данное здание не используется и оно заперто. Давайте посмотрим. Да, он все еще здесь. Что происходит со светом? Со светом. Я ничего не вижу. Я буквально ничего не вижу. Свет сейчас выключен. Он только что двигался. Он только что двигался. Он только что двигался. Он только что двигался. Я только что услышал странное. Пожалуйста, не говори мне. Чувак, он только что двигался. Охрана. Я просто хочу поговорить. Охрана. Мне нравится это здание. Это здание такое классное. Ты это бросил. Something just threw across the room. Dude, Темную фигуру можно увидеть за одним из окон, а потом она буквально пропадает. Кто или что это было, неизвестно. Охранники все еще находятся в замешательстве, поскольку не знают, с чем им, возможно, придется столкнуться следующей ночью. Подвал. В серии следующих видео девушка сталкивается с паранормальной активностью почти ежедневно. Она считает, что это уже ненормально, и решает снимать все, что происходит, и публиковать в социальных сетях. This is creepy. Oh hell no. Oh hell no. В первом ролике девушка засняла, как мячик в ее подвале упал без видимой на то причины. В еще одном видео девушка спускается в подвал и сталкивается с паранормальной активностью.
Сначала свет начал мерцать, а затем она что-то видит и в страхе убегает. Кто смог заметить, что там было и чего так испугалась девушка? Напишите в комментариях. Бля. Этот ролик еще одно подтверждение того, что ночью на пляже в одиночку лучше не гулять. Мужчина включил камеру и заснял фигуру, сидящую прямо на камнях. С первого взгляда кажется, что это просто человек, но чем дольше смотришь, тем страшнее становится. Кто это был на самом деле? Обычный прохожий или нечто, что вообще не должно было там находиться? Как думаете вы? За дверью. Следующее видео сняла пара, которая спокойно отдыхала в гостиной, но в какой-то момент их внимание привлекла странная темная фигура за дверью. Смотрите внимательно. Se ve algo negro. Se está asomando. ¿Te estás asomando, va? Sí. Te estás asomando. Cállate, Ángel. ¿Antier, hijo? Estábamos asomando. Espérate. No, Ahí está la sombra, ahí está la sombra. Ahí está la sombra. Ahí está la sombra del lado derecho. Del lado derecho o abajo. En el último cuadro. Muy leve. Pero muy leve. ¡Ahí está! Ahí está. Espérate. Espérate, Yuli. ¡Hostia! Pásame la veladora, digo. No, espérate. Ahí está esa sombra. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. No manches, ¿ya viste? Déjale. ¿Qué es? Espérame. Tranquilos, no pasa nada. Espérate. Силуэт словно наблюдает за ними, двигается, как будто хочет выйти. Пара напугана, но не выключает камеру. Внезапно фигура начинает перемещаться, и именно в этот момент запись обрывается. Что произошло дальше, остается только гадать. Кладбище в лесу. В этом ролике блогер-исследователь Фрэнк отправляется на старое кладбище, где, по легендам, до сих пор обитают призраки. Alright, so I heard something. Oh, this is disgusting. Don't fall in, Frank. Oh, what is this? It's like thorns. There we go. What the f is that? Уже в самом начале он слышит странные звуки, будто кто-то передвигается рядом. Фрэнк идет дальше и рассказывает зрителям, что это место – кладбище домашних животных. Чтобы убедиться, что он здесь не один, он включает тепловизор. Like right here, you'll be able to see nice and clear, but the further back I go, hoping nothing's watching me through here. The further back I go, it turns white, and that's the fog, water vapor. But I want to see if I see anyone, because I don't think I'm alone out here. As creepy as... Oh, what the is that? Right there. Holy shit. There's something back there watching. What was that? Holy shit. Hold on. Is there anyone there?
watching me from the forest right now. It's just peeking at me. Hold on, I'm gonna turn on my flashlight to see if I see anything. I don't see anything and it just went in. As soon as I turned on my flashlight, it went back in. Alright, I'm just watching my 6. Hello? Can you give me a sign that you're here? Is there somebody watching me? Hola? Hello? It's not responding to me. %, there's something hiding behind a tree. There it is. There it is again, right there. It definitely sees me. Oh fuck. I keep hearing loud noises to my right. Let me watch behind me. Jesus Christ, it is so foggy right now. There is something out there. I'm gonna switch this to a color spectrum. I want to know if it's hot or cold. I want to see if I can pick anything up. There it is. There it is. Right there. It's definitely a warm signature. It's just staring at me. I don't know what the f it is. I'm gonna switch back into night vision. За одним из деревьев появляется темная фигура. Она словно наблюдает за ними издалека. Однако тепловизор показывает теплый спектр. Значит, это было что-то живое. Но человек ли, животное или вовсе нечто иное? Фрэнк не останавливается и пытается пообщаться с предполагаемыми духами, задавая им вопросы. Hello? What is that? I could do a little 360 panorama. This place looks like Stranger Things. I want to see if I can hear anything, though. What is that? What the fuck is that? I just saw a light. That was bright, though. Oh my God. See if I get anything. Oh, I just heard a noise up there. Oh shit.
В ответ он слышит непонятные звуки, а спустя мгновение замечает вспышку света, а затем фигуру, не похожую на обычного человека. Она начинает перемещаться, будто преследуя его. Блогер признается, что с каждой секундой страх становится сильнее. Он продолжает осматриваться, но фигура исчезает, оставив его одного в темноте. На этом расследование заканчивается, и Фрэнк заявляет, что больше никогда не пойдет туда один. Музей. Данные кадры были сняты в музее паранормального. Видео было снято поздним вечером, когда посетителей не было. Обратите внимание на лошадку-качалку. На ней лежит мячик, который упал. Но если посмотрите внимательно, то увидите, что мячик будто толкнули. И это было только начало. Смотрите дальше. Плюшевый мишка, который предназначен для общения с духами, просит постучать, и вдруг в музее раздается стук. Никто по сей день не может объяснить, что это было. Отражение. В данном видео блогер отправляется на поиски паранормального в заброшенное здание и находит то, что его не на шутку пугает. Посмотрите. Он осматривает здание и в какой-то момент сталкивается с фигурой в отражении. Дальше блогер в страхе убегает из этого здания. Многим пользователям фигура напомнила девушку с темными волосами из японских фильмов ужасов. А как вы думаете, что это было на самом деле? Возвращение домой. В следующем ролике мужчина вернулся домой и столкнулся с паранормальными событиями. Давайте посмотрим. Когда он входит, то видит, что столовые приборы, которые стоят на столе, начинают шевелиться, а стул вдруг отодвигается без видимой на то причины. Мужчина идет дальше и замечает также включенный свет в ванной комнате. Он убежден, что всему виной нечто паранормальное. А вы как считаете? Темный объект. Недавно темный объект в небе был зафиксирован в Аризоне. Давайте посмотрим. В
небе виден темный объект. Он без огней и без звука. Многие комментаторы заметили, что это нечто зависло в небе, будто наблюдая за кем-то. При этом утверждается, что ни радары, ни служба авиаконтроля не зафиксировали абсолютно ничего. Тогда что же это было? Эксперимент? Иллюзия? Или то, что мы не должны были увидеть? Пожалуй, оставлю решение за вами. Дьявол. Данный ролик был снят на камеру наблюдения. Девушка прокомментировала, что этот дом ее прадеда, и в нем был снят дьявол. Давайте посмотрим. Сначала занавески вдруг начинают шевелиться без видимой на то причины, но если мы посмотрим дальше, то увидим, что будто кто-то схватил их в руки. Девушка считает, что это был дьявол. Это не единственное видео, которое она выложила. Давайте посмотрим еще одно. Оно было записано около того же дома с помощью камеры наблюдения. Жуткая фигура проходит около автомобиля и исчезает из кадра. Девушка не понимает, кто или что это может быть, так как двор закрыт, а ее прадедушка не может даже встать с кровати. Она считает, что в этих видео была снята темная сущность. Посмотрите еще раз и напишите, что вы об этом думаете. Коридор. Этот ролик наделал немало шума в сети. Мужчина утверждает, что столкнулся с паранормальным и начал снимать все происходящее на телефон. То, что он показал, точно заслуживает внимания. Смотрите, он ставит камеру на штатив у двери, и на записи ясно видно, как по коридору проходит фигура. Но если взглянуть в реальности, там пусто. Монтаж или настоящее столкновение с тем, о чем многие боятся говорить. Решение оставлю за вами. Ощущение. Этот ролик был снят совсем недавно, в августе. Мужчина начал ощущать у себя дома что-то странное и решил взять камеру. La porte, pourquoi t'as fermé la porte? В один момент дверь в туалет сама собой закрывается. Мужчина решается открыть ее и убедиться, что там никого нет. Но объяснение происходящему он так и не находит. Зрители писали, что момент выглядит как из классического ужастика. А кто-то даже утверждал, что заметил тень за дверью за секунду до того, как она закрылась. Однажды вечером. Следующий ролик сняли друзья, когда собрались вместе вечером. Посмотрите. これやばいこれやばいこれやばいこれやばい。やめてよ。もういいって。いや、マジマジマジ。お尻に女がいたんだって。もう何もいないじゃん。ねえ、もうこれ、どうすんの？もう戻していい？なになになになに？
Свет в комнате в какой-то момент гаснет, а позади появляется жуткая фигура. Но это было только начало. В какой-то момент можно заметить, что фигура стоит за одним из друзей, а дальше ситуация усугубляется. Молодой человек будто погружается в транс и стоит, не двигаясь. А у девушки начинается паника, так как она видит руки той самой фигуры, которые начинают обнимать ее. И на самом интересном месте видео прерывается. А что действительно засняли эти друзья тем вечером? Пошутили они? Или же все было реальностью? Пожалуй, оставлю решение за вами. Проклятое озеро. И в этой подборке будет еще одно видео от блогера Яна, так как в прошлый раз оно просто не поместилось. На этот раз он отправляется на озеро, где по легендам обитает призрак девы. Очевидцы утверждают, что видели тут фигуру женщины, которая буквально витает над озером и выглядит довольно жутко. Давайте посмотрим, что удалось снять Яну на этот раз. Там еще свет горит. Это просто лодки и дома. Меня сейчас комары кусают. Mosquitoes are getting me good right now. Whoa. Whoa. Что это было? Did you see that? Похоже на что-то. Трудно разобрать, но я не знаю, может я просто схожу с ума. I don't know if I'm just going crazy. Он идет к озеру и документирует все, что происходит. В какой-то момент блогер замечает белую фигуру, которая буквально на мгновение появляется и исчезает. Вот что я сейчас вижу. Просто чтобы показать вам, ребята. Я использую ночное видение. Даже фонарик полностью в ночном режиме. Это весь свет, который от него исходит. Whoa, 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 whoa. Whoa. What the? Клянусь, я только что слышал шаги. Over here. Hello? Там кто-то есть? Someone there? Я только что слышал шаги в высокой траве. This tall grass. Спустя некоторое время Ян слышит нечто похожее на шаги. Затем он пытается зафиксировать призрака, которого якобы видели здесь очевидцы. И его оборудование улавливает паранормальную активность, а орбы начинают летать рядом с ним. Wish I could film it properly, but it's just too hard to see out there. And I was also thinking too that... Whoa, whoa. Я только что почувствовал удар прямо под собой. Как будто сквозь пол. Это был ты? Можешь повторить? Чувак, что за черт? What the hell? Я слышу стук под причалом. Below the dock. Something is underneath here. Боже мой, чувак. Это меня напугало. Я имею в виду, может, это рыба, но это звучит странно. Не думаю, что рыба издает такие звуки.
Дальше Ян слышит стук прямо около себя, будто кто-то находится рядом, но никого не видно. Он просит повторить и снова слышит стук. Ян убеждается в том, что на озере действительно обитает нечто паранормальное. Вопрос в том, какие у него намерения, остается открытым. Несмотря на все происходящее, Ян продолжает расследование. Там никого нет. Им действительно нужна помощь, потому что они, наверное, уже умерли. It's kind of in this area. What the heck was that? I just heard movement. Спустя некоторое время он слышит шелест деревьев, будто там кто-то или что-то есть. В полной темноте это действительно ощущается жутко. А дальше он обращает внимание на чьи-то голоса. Слушайте внимательно. Кто там? Голоса действительно было слышно, но кто или что это было, неизвестно. На этом все не заканчивается. Здесь становится ветрено. О, что за черт? О боже. О боже. О боже. О боже. О боже. Дальше Ян документирует фигуру, напоминающую призрака. Она, кажется, находилась всего в нескольких метрах от него. Ян пугается и уносит ноги из этого места, делая вывод о том, что призрак девы на озере – это не легенда, а реальность. Посмотрите внимательно еще раз и напишите, был ли это призрак, по вашему мнению, или нет. Исчезновение. В данном видео женщина засняла оленя или лося. Кто точно знает, напишите. Я их постоянно путаю. Но есть одно но. Его фигура пропадала по мере движения. Смотрите сами. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per... Был ли это призрак или простой сбой в работе камеры? Мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Ресторан. Следующие кадры были сняты с помощью камеры наблюдения в обычном ресторане. Посмотрите. Сначала молодой парень замечает, что его кто-то коснулся, а затем и кухонные работники начинают оглядываться, не понимая, что происходит, будто кто-то невидимый бродил по ресторану и хотел всех напугать, и похоже, у него это получилось. Прослушивание. В следующем ролике девушка пришла на прослушивание, и сначала все шло хорошо.
В какой-то момент девушка что-то замечает. Она оглядывается. В глазах читается страх. Затем она и другая девушка, организатор, уходят из помещения, но камера не перестает снимать. Спустя несколько мгновений штатив падает, и мы можем увидеть, как на кадрах появляется темная сущность, которая выглядит достаточно жутко. А была ли это чья-то шутка, или же видео реально и носит паранормальный характер, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Сидящий во дворе. Следующее видео было названо как «Призрак, сидящий во дворе». Его многие комментировали и обсуждали, а снято оно в Испании. Давайте посмотрим. Мужчина снял, как за столиком кто-то сидел. Однако, когда он менял угол обзора, стул уже был пустым. Многие заподозрили мужчину в обмане, но были и те, кто назвал это сбоем в матрице. А вы на чьей стороне? Данный ролик сняла девушка, которая работает няней. В доме она обнаружила нечто интересное и немного жуткое, поэтому решила все заснять. Давайте посмотрим. Что это? Боже мой. Нет, ну что это? Это так жутко. Это меня пугает. Это настоящие волосы. Боже мой. И посмотри. Ребята, я только что пришла приготовить ужин, и посмотрите, что я нашла. Еще один. Боже мой. На этот раз это мальчик. Боже мой. Сначала она показывает куклу, которая стоит у стены и говорит, что она ее пугает, а затем происходит кое-что действительно жуткое. Спустя некоторое время, когда девушка снимает себя на телефон, в зеркале можно увидеть темную тень, пробегающую по коридору. Многие пользователи убеждены в том, что это была одна из тех самых кукол. Девушка и сама уже была не в восторге от этих кукол, а дальше она столкнулась еще кое с чем. Max? Couldn't that be out of bed? Свет в одной из комнат вдруг начинает мерцать, будто оповещая о постороннем присутствии. Спустя некоторое время девушка слышит странный шум в доме, а затем свет в комнате, где она находилась, гаснет. На этом видео обрывается. А было ли это действительно нечто паранормальное или нет, решать только вам. В данном ролике блогер отправился в заброшенное здание в поисках паранормальной активности. И ему действительно удалось кое-что заснять. Посмотрите. 女の人が出るらしいよ。そうなんですよね。何？
За дверью можно было заметить фигуру, которую многие сравнили с гуманоидом. А кто это был на самом деле, останется для нас загадкой. Дверной глазок. Данное видео было снято на камеру дверного глазка. Посмотрите. Маленький ребенок выходит на улицу и не на шутку пугается. Самые зоркие зрители заметили, что там было нечто похожее на теневую фигуру. А вы что видели? В следующем видео девушки собрались вместе, чтобы поужинать, но что-то пошло не так. В какой-то момент дверь позади них открывается, а за ней можно увидеть фигуру с темными волосами, стоящую неподвижно. А хотела ли их просто испугать подруга? Или же видео является постановкой? Или может быть оно реальное? Пишите ваши мысли в комментариях. I'm a bastard kid laughing at the aftermath, dragging half the planet through the ashes of my battle raps, bitch. I am what I am, and I'll never pretend. Love me or hate me, it's all just pretend. Call me insane, and I'll laugh in your face. You want me erased, bitch, I'm here to stay. I'm the voice that they censor when the headlines bleed. Turn the truth into memes, sell your opinions a feed. Politicians preach hope while they're stacking the green.